Друзья, всем привет! Я вам обещал, что в этом году мы будем много внимания уделять экологии. И я выполняю свое обещание, в отличие, кстати, от некоторых политиков. У меня была удивительная поездка по Финляндии. Я посмотрел, как работают их свалки, мусороперерабатывающие заводы, как вообще они относятся к мусору, к экологии. И это фантастика, это вообще другая планета. До сих пор нахожусь под впечатлением. Про Финляндию у нас будет много-много интересных постов. А сейчас я хотел бы вам рассказать про Швецию. В Швеции я был много раз, но тему мусора я там не затрагивал, поэтому я недавно сходил в посольство Швеции, где познакомился с послом, а потом поговорил с сотрудниками посольства, со шведами, в том числе и о том, как они работают с мусором. И хочу поделиться с вами, как Швеция сегодня обходится с мусором. Это тоже другая планета. Не такая, как Финляндия, но это другая планета, это космос, ребята. Это очень круто, поэтому сразу ставьте лайк. Ставьте лайк, если вас интересует тема экологии, если вас интересует тема переработки отходов, что с этим делать. Я просто объясню, почему я это говорю. Это очень сложно, это очень долго делать, в этом сложно разбираться, это нужно тратить много времени, чтобы готовить такие ролики, такие фильмы. И мне важно, что вам это интересно, потому что если вам интересно, я буду дальше про разные страны снимать, рассказывать и показывать. Так что, ребята, ваш лайк — это знак того, что тема вам интересна, тема вам нравится, и дальше нужно в этом направлении работать. Итак, давайте посмотрим, что шведы делают со своим мусором. Но пока давайте вернемся в Россию. Чита, Мурманск, Челябинск, Махачкала и другие города завалены мусором. В Подмосковье растут новые мусорные горы, а Поморье и Ярославль становятся персональными свалками Москвы. Пройдет еще 10 лет, и рядом с каждым мегаполисом в России будет мусорное пятно величиной с сам город. Что с этим делать? До сих пор никто не придумал. По поведению властей понятно, что они решили оставить решение мусорной проблемы следующим поколениям. Что такое сложное, ужасное, кто-нибудь рано или поздно придет и разберется. Грубо говоря, сейчас мы просто берем одну свалку и двигаем ее в другое место. В Подмосковье возмущаются, давайте в соседнюю область. В соседней области возмущаются. Сейчас в леса у нас много, земли у нас много, для свалок место найдется. Ну и наверняка найдется какое-нибудь место, где нет местных жителей и не будет мусорных бунтов. Конечно, территория у нас огромная, и мусор можно долго размазывать тонким слоем по всей стране, как масло по бутерброду. Но кому будет нужна такая Россия? Вы бы хотели жить так, как живут сегодня читинцы, например, на мусорных свалках? Вы хотели бы передать такую страну своим детям? По статистике, на каждого россиянина ежегодно приходится более 400 килограмм мусора, и практически все эти отходы оседают на свалках. В России сегодня практически не перерабатывают мусор. Суммарная площадь российских свалок еще в 2016 году составляла около 4 миллионов гектаров. И каждый год к этой площади прирастает еще 0,4 миллиона гектаров. Для наглядности 0,4 миллиона гектара — это суммарная площадь Москвы и Петербурга. Еще раз, ребята, каждый год количество свалок в России увеличивается на площадь Москвы и Петербурга. Задумайтесь об этом. Пока мы не можем приучить себя даже к простейшим действиям. Например, сортировке мусора по разным контейнерам, чтобы его потом можно было отвозить на переработку. А в это время некоторые наши соседи уже очень близки к тому, чтобы стать странами нулевых отходов. Например, Швеция. Шведы пошли дальше других и научились не только перерабатывать или уничтожать весь производимый мусор, но и зарабатывать на этом. Кстати, классный кейс для Читы, которые говорят: у нас денег нет. Нормально, ребята, на мусоре зарабатывают. В Швеции на человека в среднем приходится даже больше отходов, чем в России. Да, ребята, шведы гадят больше, чем мы, если вас это успокаивает. У нас 400 килограмм в год, у них 500 килограмм в год. Это очень много, и все это надо куда-то девать. И если Россия со своей гигантской территорией может позволить себе зарастать свалками так, чтобы их особо не было видно, то Швеция страна маленькая. И при таком подходе сегодня Швеция была просто одной огромной свалкой. Так что же шведы делают с мусором? Итак, вот данные за 2017 год. 15,5% мусора — это органические отходы, которые подвергаются биологической обработке. 33,7% мусора — это материалы, которые подлежат переработке. К таким относятся, например, стекло, металл и пластик, то есть это отходы, которые идут на переработку. 50,3% мусора — это отходы, которые не подлежат переработке по разным причинам, и эти отходы сжигают и получают из мусора энергию.
Итак, остается только 0,5% мусора. И это тот самый остаток, который все же отправляется на свалки. То, что нельзя сжечь, нельзя переработать. В год это 23 тысячи тонн. Для шведов даже это очень много. И они думают над тем, как сделать так, чтобы свести этот показатель к нулю. Итак, как Швеция приучилась к сортировке отходов? Шведы начали сортировать мусор на порядок позже других европейских стран только в конце 90-х, совсем недавно, ребята. У нас был этот обвал, дефолт, деноминация, Ельцин уходил. И шведы вот в этот момент, еще совсем недавно, начали только сортировать свои отходы. При этом, в отличие от нас, у нас раздельный сбор мусора пытались внедрить уже много лет, и никак он еще не выйдет за рамки у нас эксперимента. Они очень быстро привыкли к новой системе и добились больших успехов. На сегодняшний день архитекторы при проектировании частных домов или дизайнеры при составлении плана кухни уже заранее предусматривают место для серии разноцветных контейнеров под все виды мусора. Дети с детского сада знают, какой цвет для чего предназначен. Начинается все с дома, где у вас куча разных контейнеров, и начинается все с детского сада, где детей учат правильно относиться к отходам. Выглядит это уровень ответственности. Теперь давайте посмотрим, как происходит сбор мусора. Конечно же, никаких мусоропроводов. Никаких мусоропроводов, и это огромная беда. Я напоминаю ролик о вреде мусоропроводов, и одна из проблем мусоропроводов сегодня в России, то, что с ними невозможно вести раздельный сбор мусора. Как в доме ставят мусоропровод, на десятки лет проблем. Поэтому мусоропровод надо заваривать, надо вырезать и приучать людей сортировать мусор. С мусоропроводом его одна из основных проблем, что нельзя раздельный сбор мусора налаживать. Жители многоквартирных домов относят свой мусор вот в такие пункты сбора отходов, которых по стране около 6 тысяч. Не всегда они, кстати, находятся рядом с домом, иногда приходится идти квартал или даже несколько кварталов. Для жителей частных домов сбор мусора организован несколько по-другому. Здесь мусор забирают мусоровозы, причем вывоз происходит раздельно по дням недели. Например, в понедельник приезжает мусоровоз, которого забирает биологические отходы. Во вторник мусоровоз, которого забирает пластиковую упаковку и так далее. Большой общий контейнер для мусора разделен на несколько контейнеров поменьше, и жильцы каждое утро или с ночи вынимают нужный контейнер, выставляют его возле дома, а потом забирают пустой обратно. Это очень удобно, но есть одно но. Такой сбор мусора платный. И стоит это около 200 евро в год. Да, люди платят за вывоз своего мусора. Особая ситуация с такими видами отходов, как электроника, вредные отходы и габаритный мусор. Весь этот мусор нужно отвозить на специальные перерабатывающие центры. Всего их по стране 650. Примерно раз в месяц семья загружает весь свой крупный мусор в машину или нанимает фургон, если нет машин, и везет сдавать в один из перерабатывающих центров. Такого мусора в Швеции около 1 400 000 тонн в год. На человека 160 килограмм в год. Вы только себе представьте, да, когда вам нужно что-то крупное выбросить, вы его не на мусорную площадку везете и ставите рядом с контейнерами,
а вы его храните, а потом специально на машине везете в специальный центр, где его утилизируют. Чтобы упростить сбор опасного мусора, в Швеции придумали специальные автоматы по приему мелких вредных отходов. Такие автоматы стоят в большинстве супермаркетов, аптек и даже на автозаправках. Они принимают лампочки, батарейки, баллончики из-под спреев, мелкую электронику, а также краски, клей, лаки для ногтей и не только. В общем, все опасные отходы. Также автоматы есть и по приему стеклотары, консервных банок и так далее. Сдав такой мусор в автомат, вы, кстати, получите денежки. Если нажать на красную кнопку, вы получаете деньги, там чек, который потом в магазине можно отоварить. Или нажать на желтую кнопку и отправить это небольшое вознаграждение на благотворительность. Половину на половину. Кто-то на благотворительность отправляет, а кто-то забирает все денежки. Итак, что дальше с мусором в Швеции происходит? Итак, мусор рассортирован, собран. Пора превращать его в нечто полезное. Как я уже сказал, 30% мусора идет на переработку. Из использованных бутылок делают новые бутылки. Из вскрытых консервных банок новые консервные банки. При этом многие компании-гиганты, чтобы поддержать идею переработки отхода, специально производят некоторые свои товары из переработанных материалов. Например, все металлические пробки от бутылок в 2017 году пошли на создание 2200 автомобилей Volvo. Для компании дополнительный пиар и в то же время популяризация идеи переработки материалов. Давайте посмотрим на общие объемы переработки мусора в Швеции в 2017 году. Значит, газеты и другая печать 220 тысяч тонн, почти 220 тысяч тонн. Бумага, картонные упаковки 134 тысячи тонн. Металлическая упаковка 16 тысяч тонн. Пластиковая упаковка 66 тысяч тонн, стеклянная упаковка 214 тысяч тонн. Электроника 137 тысяч тонн, батарейки 10 тысяч тонн, шины, покрышки 85 тысяч тонн. Что касается биологических отходов, то большая их часть идет на производство биоудобрений. Шведы этим, кстати, очень гордятся и считают невероятно перспективной сферой, поскольку искусственные удобрения, они слишком дорогие, изготавливают их из природного газа и фосфора, а это невосполнимые ресурсы. Некоторые эксперты говорят, что фосфор закончится быстрее, чем уголь. Кроме того, из органического мусора получают биогаз, который используется, например, в качестве экологического топлива для общественного транспорта. Большинство автобусов, кстати, в Швеции уже работают не на дизельном топливе, а на биогазе. Шведская компания Scania стала одним из мировых лидеров по производству транспорта на биогазе и поставляет его во многие страны Европы. Оставшиеся 50% отходов, они становятся источником чистой энергии для страны в рамках программы Waste to Energy. Это, пожалуй, самый интересный пункт из опыта Швеции по утилизации мусора, поэтому давайте на нем немножко подробнее остановимся. Итак, как зарабатывать на мусоре? Технология превращения отходов в энергию используется во многих странах мира. Этим мусоросжигательным заводом никого не удивишь, но Швеция больше всех преуспела в развитии этих технологий. В стране нет запасов нефти и газа, это не Норвегия, поэтому она очень активно развивает альтернативные источники энергии. Значит, мусоросжигательные заводы, работающие по технологии Waste to Energy, они заменяют шведам атомные электростанции. В среднем в год такие заводы производят порядка 17 тераватт-часов энергии. Этой энергии хватит на отопление значительной части территории Швеции. Итак, количество энергии, которое маленькая Швеция сберегает за год, примерно равно количеству энергии, которое производит одна средняя тепловая электростанция. При этом для обычной ТЭС нужен уголь, а для завода Waste to Energy мусор, то есть сырье, которое практически ничего не стоит, а некоторые, напоминаю, за него еще приплачивают за вывоз. Шведы даже принимают мусор из других стран. Его им привозят бесплатно, например, из Норвегии. Прикиньте, шведы у норвежцев бесплатно забирают мусор, чтобы его у себя сжигать. Соседи только рады избавиться от отходов, а для шведов это по сути бесплатное сырье, на котором они еще и зарабатывают, продавая получаемый из него биогаз, в том числе обратно в Норвегию. Еще раз, я не мог поверить. Прикиньте, они у норвежцев покупают мусор, его перерабатывают, там сжигают, производят биогаз и обратно продают уже энергию, топливо продают норвежцам. Понятно, что отходы не такие эффективные, как уголь, поэтому для работы, конечно, электростанции отходов требуется больше, чем угля. 2 тонны мусора
в плане выделяемой энергии эквивалентно 1 тонне угля. То есть мусор нужно в 2 раза больше, чем угля. Но затраты все равно несопоставимы, что делает заводы Waste to Energy прибыльным бизнесом. Например, завод Waste to Energy в шведском городке Линчопинге стоит 85 миллионов евро, и при этом окупился он всего за 4 года. Сегодня столица таких заводов стоит уже значительно дороже. 150-250 миллионов евро за завод, но окупаются они все равно достаточно быстро, за 6-7 лет. К тому же власти страны предлагают значительные налоговые льготы компаниям, занимающимся переработкой и утилизацией мусора. А вы спросите, а что же вот это вот такие за 0,5% мусора, с которым ничего не происходит? 0,5% это сажа, гарь и вот эта вот вся хрень, которая полностью оседает на фильтрах. Там такие крутые фильтры, что я стоял рядом с рабочим заводом, дыма нет вообще, запаха нет вообще, понять, что это мусоросжигательный завод, невозможно. Он стоит в центре города, всем пофиг, потому что ни одна там атом этого мусора не уходит наружу. И вот все вот это вот говно, которое остается от горения мусора, это как раз те 0,5% опасных отходов, которые приходится как-то уже на свалку отвозить, потому что с ним уже сделать ничего нельзя. Вот это проблема, но они сейчас думают, что делать с этим 0,5% отходов, которые в основном идут с фильтров этих мусоросжигательных заводов. Итак, что в итоге? Швеция одна из 4 стран Евросоюза, в которой объем мусора, отправляемого на свалки, составляет менее 1%. В России ситуация примерно обратная. У нас только несколько процентов перерабатывается, а все остальное, большинство нашего мусора, мы отправляем на свалки. О том, чтобы превращать мусор в энергию и зарабатывать на этом деньги, у нас никто пока еще не думает. Итак, друзья, это был ролик про мусор в Швеции. Впереди я вам еще расскажу много интересного про Финляндию, про другие страны. Еще раз, мне очень важно знать ваше мнение. Ваши лайки, ваши шеры этого видео, распространите его в своих соцсетях, ваши комментарии, они подскажут мне, что вам эта тема интересна, и я буду дальше делать подобные ролики. Поэтому, ребята, лайк, комментарий, подписочка, колокольчик. Вы и сами все знаете. Вы, кстати, на самом клевом, полезном, интересном канале на YouTube. Я человек очень скромный, редко вам это говорю, но вам повезло. Все, всем пока, завтра будет новый день и новый ролик.